Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой интересный загадочный узор с листьями-ромбами. В этом узоре используются такие элементы вязания, как вывязывание из одной 3 петель и из 3 9 петель. Этот элемент вязания как раз и придает вот этой загадочности и изысканности изделию с таким узором. Он отлично смотрится как самостоятельный в изделии, также красиво сочетается с простой лицевой гладью, например, как в этой маечке. Он красиво выглядит как при вязании снизу вверх, формируя вот такую незначительную волну. При желании ее легко можно убрать с помощью ВТО. Также и если вязать его от горловины. Единственное, что я бы от горловины начинала вязать сразу вот ажурный ряд. Но это мое субъективное мнение. Изнаночная сторона узора выглядит вот таким вот образом. Очень тактильно приятная и достаточно ровная и красивая. Для его исполнения подойдет практически любая гладкая пряжа. Идеально для него будет использоваться пряжа средней толщины, то есть 200-300 метров в 100 граммах, но красиво он будет смотреться и в достаточно тонкой пряже. Но здесь хочу сразу сказать, что нужно будет пробовать, потому что, к примеру, если это кид-мохер, рисунок будет красивый, выразительный и очень-очень такой тонкий, женственный, изысканный. Но если же взять, к примеру, тоненький хлопок 400-500 метров в 100 граммах, то узор получается очень-очень мелким и теряет свою фактуру. Поэтому просто нужно пробовать. Это все зависит от вашего вкуса, от цели использования этого узора, в каком проекте вы хотите его использовать. Все нужно пробовать. Теперь хочу сказать, что по спицам. Спицы я бы рекомендовала для этого узора подбирать по размеру те, которые рекомендует производитель конкретной пряжи, из которой вы будете вязать. Ну и еще одна вот такая небольшая рекомендация. Желательно, не обязательно, просто желательно, вам будет проще вязать такой узор, если спицы будут достаточно гладкие. Потому что если вы перепробовали несколько производителей спиц, вы знаете, что есть спицы, которые более шероховатые, а есть вот такие прям скользкие, как зеркало, очень гладкие. На таких спицах будет очень легко и просто вязать. Также кончик спицы подбирать потоньше, потому что когда вы вывязываете вот эти элементы из 3-9 петель, к примеру, то проще просто это выполнять на спицах с тонким кончиком. На любых спицах это возможно сделать, просто так будет удобнее, проще и быстрее. А я ценю очень рациональность, поэтому вот на таких моментах останавливаюсь и акцентирую ваше внимание. Еще одной особенностью этого узора является то, что количество петель в разных рядах будет меняться. И вот этот момент тоже нужно учитывать при наборе петель, потому что понятное дело, что все рекомендуют провязывать образец перед вязанием, но, к сожалению, не все к этим рекомендациям прислушиваются. И вот, к примеру, вот этот образец, здесь я набирала 57 петель в начале вязания. И обычно с этой пряжи на этих же спицах у меня полотно получается сантиметров на 5-7 шире, нежели с этим узором. Поэтому вот такие мелкие особенности учитывайте. И, конечно же, опять-таки, как и все, буду рекомендовать вам провязывать образцы, особенно вот к таким узорам, плотность которых отличается от основной массы. Давайте теперь рассмотрим схему. Как я и говорила, количество петель в разных рядах здесь отличается. Для набора петель
Для изделия или же образца я исхожу из того, что раппорт составляет 16 петель в ширину, 18 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора. Для этого я набрала 27 петель. 16 – это петли узора, 9 петли симметрии и 2 кромочные петли. Давайте начнем. Первый ряд кромочная, я ее просто переснимаю. 9 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка петли должна смотреть на меня. И вот таким образом я провязываю это одной лицевой петлей. Далее 3 лицевые петли, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли на спице расположены классически, то есть первая дужка смотрит на меня. И провязываю я их вот таким вот образом, также одной лицевой петлей. Я провязала один раппорт узора. Далее я вяжу 9 лицевых, это петли симметрии. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре вяжутся изнаночными петлями. Накиды, там, где они будут, также провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, тогда все четные ряды вы провязываете лицевыми петлями, накиды также лицевыми. И еще один нюанс: если вы вяжете по кругу, вам петли симметрии и кромочные, соответственно, будут не нужны. Вы просто набираете количество петель кратное 16. Итак, четные ряды я буду провязывать за кадром и вернусь к вам, когда буду вязать третий ряд узора. Третий ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 9 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Далее вы провязываете то количество раппортов, которое вам нужно для вашего изделия, повторяя с первой по последнюю петли раппорта узора. При поворотном вязании ряд заканчивается 9 лицевыми, это петли симметрии. 7, 8 и 9. И ряд заканчиваю кромочной петлей. Пятый ряд. Смотрите, по схеме пятый ряд начинается с накида. Если это сшивное изделие или же шаль, неважно, если это край, то всегда рекомендуется, когда в схеме какой-то даже один ряд или начинается, или заканчивается накидом, провязывать здесь дополнительную одну лицевую петлю. То есть идет кромочная, одна лицевая, а далее идет узор. В этом образце, который я вяжу с вами, у меня нет этой петли, чтобы не путать начинающих мастеров, где начинается, где заканчивается раппорт узора. Поэтому я вот здесь такая минималистичная версия. В этом же образце у меня эта петля учтена, и поэтому край получается без дополнительных каких-либо дырочек. Все здесь вот ровная эта косичка идет, и нету непонятных дырок. Потому что вот когда накид идет прямо около кромочной, когда вы сшиваете изделие, особенно если 2 накида перед и спинка, к примеру, вы сшиваете, тогда получится там такая некрасивая дыра, которая будет бросаться в глаза в изделии. Просто учитывайте этот момент. Итак, пятый ряд. Кромочная, накид,
3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Для этого я 2 первые петли переношу на правую спицу, за работой поднимаю первую петлю, вот таким образом, все спускаю и перед работой поднимаю вторую петлю. И вот таким образом я их меняю местами для того, чтобы упростить этот прием вязания и провязать все 3 петли вместе лицевой. Вот таким вот образом. Так. Вот, у меня получилось 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Далее идет накид, 3 лицевые петли, 2, 3. И снова этот прием. Накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю для этого первую и вторую петлю местами и провязываю все 3 петли одной лицевой. Далее идет накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. То же самое делаю, меняю местами первую и вторую петли и провязываю все это одной лицевой петлей. Вот таким вот образом. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Их провязываю по рисунку, по схеме. Итак, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, чтобы рисунок был гармонично смотрелся в изделии, правая и левая сторона были одинаковыми. Далее накид, 3 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Таким же образом поменяла первую и вторую петлю и провязала их все 3 вместе. И делаю накид и провязываю кромочную петлю. Все накиды, вы помните, что в четных рядах провязываются изнаночными петлями. 7 ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. За работой подняла первую петельку, все спустила, перед работой набрала вторую. Когда я спускаю петли, я их придерживаю пальцем, чтобы они не распустились. И провязываю все 3 одной лицевой. Далее накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее я буду вывязывать из вот этой одной петли 3. Как я это делаю? Я провязываю одну лицевую, не сбрасывая петлю с левой спицы, делаю накид и в эту же петлю ввожу спицу и провязываю еще одну лицевую петлю. Вот таким образом провязывается из одной петли 3. И это я закончила вязать раппорт узора. Далее я вяжу петли симметрии. Это 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, поменяла местами первую и вторую петли и провязала все это одной лицевой петлей. Накид и 3 лицевые. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Вот таким образом это сейчас выглядит на данном этапе. 9 ряд. Кромочная, я ее просто пересняла и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее я буду вывязывать из вот этих 3 петель 9. Как я это делаю? Спицу продеваю через все эти 3 петли вот таким образом. Немножечко можно их растянуть, чтобы было удобнее выполнять этот элемент вязания. И начинаю провязывать 9 петель. Провязала одну лицевую. Петли эти не сбрасываю, их немножечко
придерживаю, чтобы они не соскользнули со спицы, делаю накид, провязываю еще одну лицевую, это я провязала уже 3, вывязала 3 петли. Далее накид, это 4-я петля, 5-ю провязываю лицевой, 6-й делаю накид, 7-ю опять из этих же 3 петель провязываю лицевой. Немножечко можно вот так подтягивать, чтобы вот эти новые петельки все были одинаковой длины. То есть как-то приловчиться. Я делаю это вот таким образом. Когда спицы становятся практически параллельно, тогда все петли получаются одинаковыми. Итак, я провязала 7, 8-й накид и 9-я лицевая петля. Все, я их вывязала. Теперь эти 3 петли я спускаю с левой спицы. В этом элементе не так важно, как вы провязываете его по лицевой стороне, как большую значимость имеет то, как вы провязываете изнаночную их сторону, чтобы вы их не перепутали очередность. Итак, я провязала 9 из 3, и на этом я закончила вязать раппорт узора. Далее повторяете с 1 по последнюю петлю раппорт узора, и то количество провязываете, ту ширину, которая нужна для изделия. Поворотные же ряды заканчиваются петлями симметрии, которые провязываются точно так же, как первая часть узора. То есть 2 вместе, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 10-й ряд давайте я покажу, как не запутаться и не перепутать вот эти 9 петелек, которые вывязывали из 3. Итак, я вяжу изнаночными петлями до этого элемента, начиная с кромочной, и все петли провязываю изнаночными. Его пропустить невозможно, потому что он очень выделяется. Вот я дошла до этого элемента. Теперь смотрите, по изнаночной стороне очень четко видно, где была лицевая петля, вот она изнаночная, и вот накид, он дальше здесь находится. И вот когда вы провязываете, сначала, пока не привыкли, не приловчились к этому элементу вязания, просто просмотрите визуально. Если оно будет перепутано, оно сразу бросится в глаза, что что-то не то. Далее, когда вы провязываете, просто следите, чтобы вы поочередно провязывали одну изнаночную и один накид. Вот она изнаночная как бы дальше находится, одна изнаночная, а накид вот он ближе находится, как пианино расположены петли. 2. Теперь я провязываю изнаночную. Далее вот у меня накид идет, его хорошо видно. Изнаночная, она далеко расположена. Далее накид. Отчетливо видно, что очередность я соблюдаю. Изнаночная, накид и изнаночная петля. В таких элементах, как правило, начинается и заканчивается изнаночной петлей. И вот теперь, когда я вот здесь все это просматриваю, я вижу, что у меня здесь все четко, одинаково, ровно, последовательно расположено. И ряд заканчиваю петлями симметрии в изнаночном ряду, они так как и начало узора, идут изнаночные петли. И так вяжу до следующего элемента. 11 ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 9 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Я закончила вязать раппорт узора.
Дальше вы, повторяя с первой по последнюю петлю раппорта узора вяжете. Я же заканчиваю ряд петлями симметрии, которые провязываются точно так, как первая половина раппорта узора. То есть 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Дальше в изнаночных рядах нет никаких нюансов, поэтому я их буду продолжать вязать за кадром. 13 ряд. Кромочная. Начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я поменяла первую и вторую петли местами и провязываю все 3 одной лицевой петлей. Далее накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Все это не спеша нужно делать, пока не привыкнете выполнять тот или иной элемент. Далее идет накид. Не забывайте про этот накид, потому что накидом заканчивается вязать раппорт узора. Дальше я вяжу петли симметрии. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И кромочная петля. 15 ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Вот эти 3 петли вместе одной лицевой со второй центральной петлей выполняю точно так же, как предыдущие, меняю первую и вторую местами и провязываю их одной лицевой петлей. Далее 3 лицевые, накид и снова 3 вместе со второй центральной петлей. За работой поднимаю первую петлю, а перед работой вторую. Вот поменяла их местами, провязала вместе одной лицевой. Далее идет накид и 3 лицевые петли. Я провязала раппорт узора. Заканчиваю ряд петлями симметрии, которые провязываются точно так же, как первая часть узора. То есть 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я их поменяла местами и провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Ряд заканчиваю кромочной. Вот так рисунок выглядит на данном этапе. Итак, 17 ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Он начинается с того, что я из этой петли вывязываю 3. Провязываю 1 лицевую, не сбрасываю эту петлю, делаю накид и в нее же продеваю спицу и вывязываю еще 1 лицевую петлю. Только после этого я петлю спускаю со спицы. Далее идет 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, которые провязываю так же, как и начало ряда. Из одной петли я вывязываю 3. Лицевая, накид, лицевая. И ряд заканчиваю одной кромочной петлей. Итак, я провязала вот один раппорт узора, 18 рядов. Далее начинаем вязать с первого ряда. Сейчас я покажу, как делается этот переход, потому что в первом ряду у нас не было возможности вывязать из 3 петель 9.
и мы их заменили сразу лицевыми петлями. Поэтому сейчас я провяжу этот первый ряд еще раз, но уже так, как он будет провязываться не в начале ряда, а именно в полотне по высоте. Кромочная, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Из вот этих 3 петель я должна вывязать 9. Я их через все их продела спицу. Немножечко их можно растянуть, чтобы это было удобнее. И начинаю вывязывать 9 петелек. 1 лицевая, не спускаю петли со спицы, накид. Еще 1 лицевая, это 3-я вывязанная петля, накид. И еще 1 лицевая, это 5-я петля, накид. И еще 1 лицевая, это уже 7-я петля у нас вывязанная, накид и вывязываю 9-ю лицевую петлю. Вот таким образом все поправила, чтобы петельки все были ровные, одинаковые. И после этого я спускаю со спицы 3 вот эти петли. Все, я этот элемент провязала. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, которые провязываются как первая половина раппорта узора. Из вот этих 3 петель я буду вывязывать 9. Сразу хочу сказать, что в начале и в конце ряда этот элемент не очень удобно выполнять, а посередине полотна он выполняется достаточно быстро при определенных навыках. Итак, я в 3 эти петли продела спицу и начинаю вывязывать. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид и еще 1 9-я лицевая петля. Ряд заканчиваю кромочной. И теперь, посчитав петли на спицах, вы убедитесь, что их количество то, которое было после провязывания первого ряда. Вот так выглядит один раппорт этого узора, этой красоты загадочной. Надеюсь, узор вам понравился и не показался слишком сложным, хотя это из тех узоров, которые стоят каждой затраченной минутки. Всем легких петелек и до встречи на канале!